Всем привет! Украл задачу у белокурой бестии. Позже расскажу, что за бестия, а пока дан квадрат. Взяты серединки его сторон. Точка внутри соединена с этими серединками. Площади трех четырехугольников известны. 3, 5, 7. Найти площадь четвертого желтого четырехугольника. Ну, если хотите, дам буквы. А, Б, С, Д. М, Н, К и Е. А точка внутри П. Если это нужно, я покажу два решения этой задачи. А вы напишите, какое совпало с вашим, а может быть, вы придумаете и третье. А теперь, что за белокурое бестие? Откуда задача? Почему украл? Ну, вот 3 года назад я опубликовал, общую задачу про четырехугольники, вот две средних линии. Площадь трех четырехугольников известна, найти площадь четвертого, все дела, задача известная. Баян, говорят олимпиадники. А потом от нечего делать опубликовал задачу про квадратик. Ну, по-моему, Бориса Трушина была похожа, чуть позже, наверное, не буду спорить. В любом случае, она на том же принципе, доказывается, решается. А вот сегодня мне YouTube предложил вот эту задачу очень такого красивого блогера, молодой девушки из Германии. Вот, и задача обалденно напоминает нашу. Еще 3 задачи на ее канале обалденно напоминают задачи моего канала. Ну, ладно. У нее 200 все-таки тысяч про подписчиков, а у нас несчастных 40, и очень слабо они подписываются, добираются. Чем больше я уговариваю, тем меньше подписываются. Я, наверное, буду уговаривать не подписываться. Ну, вот такая задача, поэтому считаю, что задача хорошая, красивая, нормальная. Давайте ее рассмотрим. И эти два решения, которые я хочу предложить. Интересно, вы угадаете эти решения или нет? Вот способ номер 1, способ 1 будет следующий. Он годится только для квадрата, но тем не менее, посмотрите, я соединю эти серединки. Это серединки. Вот так, вот так, вот так и вот так. Внутри получу квадратик. Правильно? Почему? Крайние треугольнички прямоугольные равны между собой по двум катетам, значит, равны их гипотенузы. Таким образом, этого четырехугольника все стороны равны, он ромб. А поскольку у него равны диагональки, вот эта диагональка будет равна, это вот немножко доказательство такого, так это будет квадратик, правильно? Все, я удалю эти диагональки, они мне не нужны, это квадрат. А вот у квадрата известно замечательное свойство, которое много раз рассматривали. Вот это свойство справа, свойство разбиения квадрата. Оказывается, если разбить квадратик, вот отрезками, проведенными с точки внутри него, обозначить площади полученных треугольничков S1, S2, S3 и S4, то будет справедливое утверждение, что суммы площадей этих противоположных треугольников равны между собой. Мы доказывали это много-много раз, но зрители бывают случайные, и поэтому я покажу, как это легко доказывать, если вдруг вы, скажем, учитель там и хотите детям рассказать, школьникам, как это красиво делается. Проводят два таких отрезочка параллельных сторонам через точку, эту общую, этих треугольников. И оказывается 4 прямоугольника у нас при вершинках, а в каждом диагональка делит на 2 равных части, на 2 равных треугольничка. Вот их площади А и А. А здесь площади Б и Б. А здесь площади С и С. А здесь площади D и D. Тогда площадь всего квадрата будет равна 2А плюс 2Б плюс 2С плюс 2D. А площадь S1 плюс S3, S1 плюс S3 чему равна? А плюс Б плюс С плюс D. В 2 раза меньше. А плюс Б плюс С плюс D. То есть 1/2 площади квадратика. Это справедливо для любого параллелограмма. Все. Это мы оставляем за бортом. Это нам не нужно. А теперь говорим. Вот здесь что? Поскольку у нас получился квадратик, так площадь вот эта, я обозначу ее А плюс, она у меня улетела. Тут площадь А плюс площадь Б будет равна площади С плюс площадь D, правильно? И равны будут крайние площади этих треугольников. Вот этого, вот этого, вот этого.
И вот этого получается площадь розового и желтого вместе будет А плюс Б, ну, плюс 2 жирных точки. А площадь зеленого и голубого этого будет равна 2 жирных точки плюс С плюс Д. Ну, А плюс Б равно С плюс Д. Значит, площади этих крайних противоположных четырехугольников в сумме дают одинаковое число. То есть их сумма равна половине площади всего квадрата. Ну, как-то записать. Давайте я обозначу эти крайние площади. F, F, F и F для зарубежных пользователей, иначе они не поймут. Посмотрите, что получается. Что возьму вот здесь коричневый и скажу, что площадь это S1, угловая вся розовая, это S2, это S3, ну и вот это S4. S4. И вот получается, что S1 плюс S3 будет равно 2F плюс А плюс Б. А плюс Б. А площадь S2 плюс S4 будет равно тоже 2F и плюс С плюс Д. Но А плюс Б равно С плюс Д. Смотрим вот сюда. Вот эта площадь плюс эта равна вот этой площади плюс вот этой. Каждая сумма равна ровно половине площади всего квадрата, верно? То есть поскольку А плюс Б равно С плюс Д, то и S1 плюс S3 равно S2 плюс S4. Вот такое замечательное свойство. Ну, а дальше все просто. Все просто. Я убираю все и говорю. Если обозначить это x, то получится 3 плюс x или x плюс 3 будет равно 5 плюс 7. Ну и задача решена. X будет равно 12 минус 3, оттягиваю время, равно 9. Здорово. Это площадь 9. Ну ладно, второй способ решения. Второй метод, способ 2. А какой же второй способ? Вот первый годится только для квадрата. А второй, давайте возьму снова жирный и коричневый. И теперь соединю эту точку с вершинами. Вот так и вот так. Кстати, получился сверху треугольник, и в нем проведена медианка. Отмечу так. Соединю дальше. Вот так и вот так. И скажу, посмотрите, пожалуйста. Вот этот отрезок равен вот этому. Правильно? Наверное, вот этот отрезок будет у нас медиана. Медиана. А медиана делит треугольник БП. Вот это П точка, да? БПЦ на два равновеликих. Получается вот эта площадь А и вот эта площадь А. Согласны? Вот розовая и зеленая площади равны. Это ж медиана. Основания у треугольников равны. Высота из точки П общая для этих двух треугольников. Все. Площади А и А. Ну, а дальше пойдем по кругу. Это площадь Б и Б. Что же медианка? Правильно? Это площадь С и С. То что же медианка? Это площадь D и D. Это тоже медианка. О, ну и получается, что площадь наша розового, которую мы называли как? Помните? S1. S1. Плюс площадь желтого, которую мы называли S3. В сумме что будет давать? S1 плюс S3. Смотрим. А плюс Б плюс С плюс Д. А плюс Б плюс С плюс Д. Ну, такую же сумму будет. Давайте сумма площадей S2 и S4. S2 плюс S4. Ну, проверьте. Вы получите А плюс Б плюс С плюс Д. Суммы площадей вот этих равны между собой. Ну, и понятно, что каждая сумма составляет половину площади всего квадратика, но это нам не нужно. Ну, все, задача решается точно так. Это x плюс 3 равно снова 5 плюс 7. X равно 9, и задача решена. Вот. А сразу думали, 3 простое число, 5 простое число, 7 простое число, значит 11. Но это не прокатило.
Ну что ж, можете не подписываться на канал. Вдруг вы подсядете на канал, потом будете смотреть по вечерам наши ролики. Это нам не нужно. Только избранные товарищи с высоким интеллектом на нашем канале. Огромное им спасибо. До новых встреч. Всего хорошего. С вами был Валерий Казаков. Пока.